Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты наблюдаешь? Да, наблюдаю, какая-то программа, как будто а, человеческая фигура, как черт. Вот такие ноги, как деревянные, знаешь, только как ну, как плоская фигурка Мгм. черная. И вот так вот переваливается с ноги на ногу так и прыгает из сектора магии. А в секторе магии вот точно как это цвет какашки. Просто такая бесформенная энергия. И ну, туда куда-то вниз идет сектор интерферента. Мгм. И там в Так. секторе интерферента внизу вижу чьи-то зубы такие скрегочут так. Мгм. Хорошо, от этой ситуации отсоединись, Виктория. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. 1, 2, 3. Ольга. О, я ее вижу, у нее энергосфера чуть-чуть изогнута. Э, Вижу вход здесь вот где-то вот здесь. Она какая-то чуть-чуть вытянутая. С правой стороны тянется подключка. А, И здесь с правой стороны прямо как углубление, как будто бы пробило. А, И сверху... она так пришла, посмотрела. И вот Мгм. эта верхняя подключка черная, магическая, тянется в сектор магии. И там же этот силуэт, который вот так вот прыгает. И кто-то есть там. Вот это какая-то. Мгм. Хорошо, Виктория, вернись к эфирному телу Ольги. Считай ее эфирное ДНК. Оля ли это? Ну, почему-то открыла вот так вот, как будто бы дверцу такую. Ну, пространство такое, как полупрозрачное, но есть такое, как белым затянуто. Вот. И она открыла такое черное окошко, буквально как будто бы вырезанное в ее пространстве. Открыла, на меня смотрит, говорит, смотрит, говорит чумак. Мгм. И я вижу, что с ее глаз такая энергия идет белая. А она смотрела этого чумака? Один раз было, значит. Мгм. Э, Она открыла это черное окошко и слышу чумак в этой энергии, такая белая. И вот эта ее энергосфера, она тоже такая, как мрамор расплывается. Вот такая вот эта белая энергия. Вот. Мгм. И он вот это в этой подключке белой из глаз, оно слышится, что э, сказал, он сказал не приходить сейчас. И эта белая подключка тянется к этим зубам, которые от злости скрегочут. Вот. Мгм. Так, хорошо. Давай убедимся, Оля ли это? Читай ее еще раз, эфирная ДНК. Да, это она. И это считывается, знаешь, как вот эта оболочка в яйце беленькая, да, а цыпленок, когда рождается, то оболочка остается. Вот точно так же она выходит, ее энергосфера, Из вот. скорлупы. Мгм. И это остается такое мягкое, она вот так вот выходит вверх, сияет, и такое сияние, а, и Или вот как опять, плацента. Мгм. да, да. Хорошо, спроси у Оли, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. А она говорит, мне надо маму простить, и показывает, что у нее во рту такая, как черный какой-то отрезочек. И в этом отрезочке
там какое-то сияние, а считывается колыбелька. И я посмотрела, и я вижу, что колыбелька это находится у мамы в животе. А она не сказала, как маму зовут? Да, у меня есть мама Наталья. Сейчас ее считаю. Мгм. Да, Читай эфир. Мгм. да, да. И Наталья, да? да, и в животе у этот маленький ребенок вот так, Ага. как вот этот, как будто маятник. И такая вот так. Мгм. А мама заламывает руки черной энергии, то есть она поддалась магическому воздействию и очень сильно страдает, плачет. Мгм. А, а Оля дала разрешение? Нет еще. М. Спроси у Оли, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает. Она вот так головой, вот так сияние вот здесь. Мгм. А, но ей мешает вот эта штука, как пластина, как будто бы. Черная. Мгм. Считай, эфирная ДНК — это пластины. Что это за энергия? Там считывается молчи, никому не расскажи. А, это голос ее матери. И там звучит, то есть как бы запрет рассказать, показать, говорит Мгм. гибель моего ребенка. Мгм. Давай посмотрим, Виктория, когда эта программа, вот этот черный отрезок появился в пространстве Оли. Что с ней А, происходило? я вижу, что ее мама что-то выпивает. Вот так вот выпила. И в этот момент э, как будто бы сеточку такую вот эту прозрачную накинула. Считывается энергия смерть в этой сеточке. Мгм. Плен, смерть. Так, а где в этот момент находилась Оля? Она внутриутробно находилась. Она как будто бы на кроваточке, как будто в такой люлечке. И почему-то вот она у-у-у, катается, и я вижу, что она ее в эфирном плане это выглядит, как будто бы она сидит на этой качельке, Мгм. ну как ребеночек сидит, как будто бы в позе лотоса, ноги вот так сложила и гадает, и у нее такая черная штучка появляется. И говорит, она как будто бы гадает, что-то вот так вот делает, сейчас я посмотрю, но Мгм. у нее появляется этот имплант во рту. И говорит, что, что мама ей сказала не говорить об этом. То есть мама, Мгм. вероятнее всего, что она скрывала это от людей, и вот эта энергия. А что она вот это делает? А вот это любит и не любит, да? То есть Гадание. гадание. И я вижу, Мгм. как она как будто бы после того, как мама выпила это лекарство, она как будто бы закрылась, вот так легла, с Мгм. головой укрылась этим одеяльцем и говорит, меня мама любит. То Мгм. есть и появляется какой-то вот этот шаблон, я слышу, коричневого цвета. То есть это, искаженная любовь. Этот процессор, руководитель. Мгм. То есть искажение, что такое настоящая любовь.
Так, а спроси у этой мамы, что это она гадает, что это она Это не любит мама там. гадает, это Оля А, гадает. Оля любит. Это Тоже она, последствия, да? да, то есть это таким образом я описала, как сформировалась вот эта программа Мгм. искаженной любви. Мгм. А спроси у Оли, что она почувствовала, когда мама пила эту гадость. Вот она, вот этот символ гадания, да, он Мгм. как раз и показывает, любит, не любит. То есть она тогда вот как бы перевешивала на весах, то ли любит, то ли не любит. Не Сомневалась? Да, она Сомнение? взвешивала, да, М. сомнения. Не то, что сомнения, она определяла. То есть определяла, я слышу, будущее. Потому что в этот момент, если она бы определила, что мама ее не любит, значит, ей нужно умереть. И дорога открывается вот прямо в ту пасть этого эгрегора смерти младенца. Мгм. А если она поддастся этой программе и признает, что да, это такая любовь, мама меня любит, то у нее останется шанс выжить. Мгм. И потом она видит это, то есть она просчитывает все события наперед, видит, как она выпутывается с этой паутины и с этого плена. Мгм. Так, а еще есть вариант, как поступить в тот момент? Более гармоничный, Нет, более она правильно поступила. Просто М. эта программа сформировалась, а то, что сформировано в подсознании один раз, работает навсегда. Просто сейчас я передаю, Распутываем. Мгм. да, Оле, чтобы она зашла в тот момент, и я вижу, она в первую очередь проявляет любовь и заботу к маме. Она в этом моменте, как большая уже, да, она Мгм. маму вот так как бы утирает ей слезы, обняла ее. И я вижу, как буквально из Натальи, из мамы, эта черная энергия от Оли в том моменте просто так, М. как будто выбила ее вот так вот. Вот. И выбила зубы у этого эгрегора. И, вот эти зубы у него такие были черные, и я вижу и рот черный, что с этих зубов деточки повыходили. Там идет информация. Моя дочь и дочь моей дочери. О, Мгм. то есть я передаю сейчас Наталье, чтобы она отменила то решение. Я вижу, как она берет и у мамы вот так руку опускает. Мама хочет выпить, такая Мгм. черная энергия у матери. А Оля берет вот так и опускает руку матери. И в этот момент, когда она это сделала, то мама, как птица, как ангел, вылетела. А Оля стоит, и я вижу, прощается с ней. А на Хорошо. голове у Оли такая энергия, как будто бы этот эгрегор смерти младенцев укусил ее верхней челюстью, так верхними зубами. И я ей передаю, что этого ничего нету, пусть она отменит. Мама отменила то решение уже миллион раз, и сейчас тоже пусть она сотрет. И я вижу буквально, как разворачивается, как она как будто бы быстро-быстро бежит, передвигается, как на платформочке. Я слышу по жизненным ситуациям назад. То есть вся эта матрица жизненная распутывается. И тут до одного момента хлоп, так остановилась. Она говорит, мои вредители. И какой-то мужчина
Мгм. Что это за мужчина? Приказываем ему назваться. Кто он такой? Мне идет Карлос, но это тот, который она говорила, как его? Этот колдун. Брехт? Да, Есть Брехт. он Мгм. считывается как Карлос. Еще у И он, него имя Сананда. он говорит, что он ее догнал. Сейчас я прошу Олю показать, где подключка у нее. Мгм. Вот это, вот здесь черная подключка. И я вижу, как в этой подключке там как будто какой-то ритуал. А, какое-то заведение, и там а, несколько человек. А, вот эти люди тоже там есть, эти женщины. И Мгм. Оля. Их 4. Считывается союз А, 4. Сергей, Филис, Стефани, Анна. Кто из Нет, них, Виктория? это как черные тени такие. Мгм. Осталась только такая вот здесь, вот как пятно, как символ. Вот. И я спрашиваю Оли, где она в этой ситуации, зачем она это держит. А она говорит, что пообещала на крови и показывает правую руку. А здесь такой шарик сияющий, и кровь течет. Я Оле передаю, что ее э, прошлое воплощение, она за все заплатила, за все ошибки свои. Это всего лишь манипуляция, этого ничего нет. Пусть она сейчас на физике найдет эту ситуацию, ее нету. Поэтому это ложь. Эта ложь не имеет никакой силы, и пусть она это просто уберет и приказывает, вот прозвучало так просто, как гром, брехт. Мгм. Пусть отдает ему, он в шляпе в такой. Мгм. Все воздействия и отменяет все те решения, все эти клятвы, клятва Пусть предназначения. претензии все забирает. Основы претензий никаких нету. Я ей передаю, чтобы она все это отпускала, а пусть этот Брехт Мгм. и это Филис, и это пусть забирают все их руками и уходят. И я слышу, запечатала. И Оля так изнутри хлоп, и вот эта выемка вышла. И она выходит. И когда она поднимается вверх, то ее вот так как чуть ли как держит, как шарик на ниточке. Она хотела вверх, а ее вот так вот вниз. Вот это подключка глаза, и слышу чумак, и вижу а, телевизионный такой, а, как будто было скутик телевизора, такие баночки, Мгм. а, Воду ставили, типа. а за ним, ну там не вода, а такая как жидкость, такая жижа какая-то Мгм. противная. А за этим сидит какой-то, считывается мухомор, то есть ядовитый человек. У него вот такие круглые большие глаза на выкате и такие рога длинные вверх. Мгм. Вот, Что прям это за сущность? оно считывается чумак. Какова суть этой сущности? Это в секторе магии, это человек. А, он Мгм. пользуется силой. Сейчас вот эта энергия, это дух. Я слышу противостояние свету. М. И, слышу капкан. М. И я вижу, что он притянулся именно на вот это состояние, а,
гипноза, которое было у Оли, когда ее мама отравила внутриутробно, тогда, Мгм. то есть этот акт насилия, гипноза, магии, это произошло, и он на это притянулся. Хорошо. Передай Оле, что она может отменить эти эти сериалы и отдавать эти энергии этому чумаку, этим сущностям. Она там звучит, я ему поверила, ага, я ему поверила, потому что поверила маме. И там вот я вижу, она ложится, то есть на что он притянулся. Вот она ложится на подушечку, а под подушечкой такая черная пластинка. Там написано, звучит так. Она меня любит. Мгм. И я передаю Оле, чтобы она посмотрела, какая настоящая истинная любовь. Пусть она найдет этот эталон истинной любви в ее божественном пространстве, ее божественной души. И она обращается в сердце, и там такое интересное, там вот энергии вот так все вращаются. И там вот как, как ангел, такая женская энергия, которая вот эта фигура как будто держит ребенка вот так на руках. Считывается истинная материнская любовь, защита. Вот, я передаю ей, что естественная защита человека– это его, в данном случае ее божественная душа, вот эти коны равновесия, любви, гармонии. Пусть она в этот момент отменит то решение, принимать это решение, что вот эта ложная М. магия, насилие и есть любовь. И я вижу, как она берет эту пластину и так зубом, вот этим клыком, раскусывает ее. И когда она ее раскусила, то оттуда вышла такая энергия, как ниточка такая запутанная. Сейчас я посмотрю. И она хотела уплыть, она ее словила. Мгм. И она говорит, истинная ценность, жизнь. И я вижу, как она взяла эту энергию как ключик, истинную ценность, жизнь. И вот там, где с руки капала кровь, и этот в другом воплощении. То есть здесь они все события Мгм. находятся все в одном, ну, параллельно. Так. И Да, она на цепочке. закрывает, и я вижу, как она рукой как хлопнула по этому столу в том воплощении. И эти все демоны, и вот этот, который Карлос считывается, такой нос у него длинный, Мгм. черная какая-то штука с таким длинным носом. И он тоже выскочил. И она говорит, нет. И вот Так. я вижу, как рукой, как этим сиянием, это все излечивает то пространство и берет этого ребеночка маленького, вот, и Мгм. вот так показывает. То есть сейчас не, смотри, как эти образы идут, то она вот так вот качалась, Мгм. безысходность какая-то, а сейчас она наоборот вот так пальцем. Нет, говорит, и вижу, как она снимает. Ам, о, Оно Так. считывается как облуда, то есть это ложь, фальшь. Вот это все, что делал этот Мгм. чумак, этот гипноз. Я передаю Оле, чтобы она сейчас исцелила все ее пространство, восстановила целостность ее
внутреннего критика, убрала гипноз. Истинная любовь– это вот эта истинная защита, это код божественной гармонии, жизни, да? А Мгм. вот это воздействие, которое было через маму на нее, этого, этих других сущностей, энергий, это не любовь, это зло, это магия. Пусть она отдает эту всю магию этому чумаку, пусть Мгм. приказывает ему, пусть он забирает всю его ложь. Да. Я вижу, как эти банки разбиваются, вот эти 3 банки стояли, они разбиваются, а с них из жидкости такие, как сущности, выползают программы. Мгм. Как, Так. как будто бы деточки такие, как страшные, такие. Мгм. Сейчас я посмотрю, что Посмотрим. это. Считывается гипнотические фантазии. То есть Мгм. увел в сторону. И я вижу в эфирном пространстве, это выглядит, как будто эта длинная сущность с этими рогами в плаще в черном берет за руку Олю и на каком-то этапе жизненном и ведет в сторону, уводит. То есть подтверждаются те детские травмы и контракты. То есть такие вот люди приходили в ее жизнь, чтобы подтвердить ту травму, те контракты. Вот этот Мгм. контракт, я недостойна жить. И Так. А я, что сейчас Оля хочет с этим сделать? Мгм. С этими то, что отводило его из ее истинного пути, как она изменить хочет эти ситуации. я вижу, она подошла к нему и снимает с него этот черный, как капюшон такой, Мгм. с таким длинным, как куклус-клан, только черный. Она это сняла, эту накидку, а там эти глаза. И я слышу, чумак, Мгм. как на выкате такие глаза. Там пустота такая и только 2 глаза. Там, где должны быть глаза, я слышу чумак. И там есть, считывается, что он ее подвел, там куда-то уводит. Энергия такая от него черная. Это. И я вижу, он подвел ее за руку, вот он схватил за правую руку, и там как будто бы какой-то скрепкой вот так пам и ей в руку. М. Контракт на предупреждение или предубеждение. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, что это за контракт. Я слышу, появляется такая синяя энергия, то есть магнит, НЛП программирование. Мгм. Она там звучит в этой, она будет слушать меня, и проявляется эта сущность черная с зубами. Она будет слушать меня, и опять я вижу, там такая идет картина, что он спереди идет, и как бы ее вот так за руку держит и ведет. Опять, что по дороге ведет ее. И когда он ее ведет, и она наступает как на такие пики, как ледяные. Мгм. И я слышу вот этот контракт, она станет соучастницей. Соучастницей, говорит, это дух моего проекта. А что это за Что дух? это за Давай. проект? Мгм. Что это за проект? Что это за дух приказуемый это духу проявить согласно его эфирным ДНК, убрать все иллюзии, защиты? А, Он находится вот в секторе э, людей, в секторе магии. Как такая клякса с таким ртом и зубами. Мгм. Считывается душитель младенца.
кто-то на физике есть, представляющий этого духа? Это как материнский блок, на который притянулись все эти люди, которые уводили Мгм. Олю с ее истинного жизненного пути. Это проект ихний вот этот Да, уводить? да. Мгм. То есть водить другим путем от Это ее какой-то альфа. эгрегор, этот проект, Виктория. Посмотри, что это вообще. Оно, вот это, да, это такая эгрегориальная структура, и она тянется вниз в сектор интерферентов. А там такая змея считывается уж, древний уж. Он так извивается, такой какой-то, как хвост живой, а там, где э, тело его, там как будто бы внутри он армированный. Мгм. Сейчас я посмотрю. И голова такая. Это как уробороса рисует в кольце, кусая Нет, свой хвост? нет, не Нет? Мгм. выдумывай. Слушай, что я говорю. Хвост живой, движется туда-сюда, как черная магическая энергия. Мгм. А где Вот же. тело, оно такое, как армированное, он не движется, он, то есть такое, как будто бы он кого-то проглотил, ну а как этот бывает, что проглотит человека, этот удав, и принимает форму человека. Вот точно так же этот удав, уж считывается. И он армированный вот так вот, как он Мгм. стоит, не двигается. А голова как будто бы силу потеряла, и вот так вот. Вот так. Но меня интересует, что это за армированная часть такая. Мгм. Что это, как клетка, Виктория, выглядит? Да, оно похоже на клетку. И я Мгм. вижу, что там внутри считывается, что он не смог перетравить. И там я вижу, что внутри вот это он проглотил, я слышу, Наталья, то есть мама, Мать. Мгм. да, а внутри еще там дальше, ближе к хвосту, сидит вот так забитая в углу Олечка, отравленная считывается. Мгм. Вот. И считывается, что этот уж дух смерти не смог перетравить вот эту ситуацию. Он Так. как бы и не может, вот этот туалет тоже, да, и не Мгм. может это перетравить до конца, чтобы уничтожить их, и не может а, выплюнуть. Сейчас я М. поговорю с Натальей, что она там делает. А она говорит, что она стала могилой для своей дочери. И вижу, как ее энергия такая серая от избытка чувств негативных, вины, как бы зашла в хвост этому. А я ей говорю, что вообще-то она никого не убивала, и она не была могилой, она родила ребенка. Пусть она посмотрит, как она родила Мгм. Олечку. И Оле говорю, что Оля, посмотри, ты живая, тебе ничего не угрожает. И вдруг такой свет полился от сектора Первотворца, и вот эта вся, этот весь змей, он растворился, и какая-то часть матери Натальи выходит Мгм. оттуда и берет за руку эту девочку, подводит в сектор первоисточника, и как будто перед такую какую-то, как прозрачное зеркало. И говорит, я подарила тебе жизнь. И вынимает из ее сердца Наталья такой черный камень. И как бросит его туда, в сектор интерферентов. И оно все отпадает. И я вижу, как эта вся система, это все отпадает. Я передаю.
Мгм. Натальи, чтобы она поднималась в самое светлое пространство, где отдыхают души. Она свободна. Ее дочь жива. Она не преступница. Ничего этого не было. Это всего лишь манипуляции этих черных энергий. Потому что значение имеет то, что произошло потом. Она родила свою дочь и любила ее. Так, пусть Оля им очищает пространство, я всю эту энергию чужеродную отдает хозяевам, породу передает эту информацию, чтобы все породы тоже отдавали эти энергии, Мгм. откуда они пришли. Так, Да, хорошо. я Пусть. передаю Оле, чтобы она это всю энергию ее забрала себе, все, что потеряла. Мгм. Вот, Пусть об этом отсоединялась от мамы Мгм. полностью, все подключки. И маме пусть передает информацию, что она живая, божественная душа. И я передаю, чтобы она выбрала то место, куда, где она живет. То есть это какая-то ее часть души, как бы застряла, серая. Я ей передаю, чтобы она выходила с этого. Она выходит Мгм. как будто бы из этого, из могилы. Такая эта штука, как столбик Плита могильный. надгробная. Да, и Мгм. оно как будто бы с нее выходит, поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она закрыла порталы за собой. Вот. Мгм. Так. Звучит Пия. И я ей передаю, что она живая, свободная душа. И пусть эту свободу Оля и передаст по всем ее родовым каналам, восстановит справедливость, коны любви, порядки любви. И пусть каждый, кто находится в ее роду, занимает его исконное место. Мгм. И в секторе интерферентов появляется такая энергия черная, как будто бы рука с таким ножом, как будто бы зуб такой. И эту могилку бьет этот надгробье. Я ему Так, что приказываю. это? Кто он такой? Петр звучит. Я вижу в этой энергии черной, как будто бы капает, яд капает. А Мгм. в эфирном плане как будто бы задушил Наталью. Так. Я передаю Оле, что этот человек по отношению к ее роду проявил насилие и должен понести Понести наказание, ответственность. ответственность. Пусть отдает ему, Мгм. приказывает, пусть он забирает весь тот яд, который он оставил в пространстве э, Оли, к нему же и применяет Мгм. это к нему же. На нем же. Мгм. Так, это происходит? Сейчас я посмотрю. Я Мгм. вижу, как эти капли возвращаются к этому человеку. А Оля передает, чтобы она очистила все это пространство. Мама живая, душа живая, смерти нет. Смерть есть только для физического тела, а душа свободна, никто не имеет права ее удерживать. И я вижу, Мгм. как у Оли появляется такая энергия тяжелая, как вода в ее пространстве. И, Так. и там какое-то сейчас энергия, как будто бы кто-то что-то зажигает. Мгм. Так. Э, Какая суть этой энергии, что она обозначает? Оно считывается лишнее. Лишняя энергия? Лишнее, да, чужое лишнее.
Кто А, хозяин этой энергии? Приказываю проявиться хозяину этой энергии. она говорит, я сама. Это вот сало, жир в ее Мгм. животе. Оно вот так вот. Мгм. Считывается непереработанная энергия. Спроси Оли, зачем ей эта непереработанная энергия, что она хочет с ней сделать? Мы как будто бы с ней там смеемся. Я ей рассказываю, как я аффирмацию такую услышала, и мне она понравилась. Превращаю жир в доллары. Я ей передаю, чтобы она всю эту непереработанную энергию, она сейчас ее может переработать в силу, энергию, гармонию, счастье, достаток, в энергию любви, стройности, здоровья. И у нее почему-то показывает в этот момент, снимает из позвоночника, из шеи, как такая, как по форме, как месяц, как полумесяц. Снимает такую подкову черную. И Мгм. там какой-то массажист отдает в сектор магии. И Был такой. остеопат считывается. Мгм. И я вижу картинку, как он ее там массирует, но у него какие-то тяжелые очень энергии. Руки прямо на руках, как будто бы рептилоид такие висят штуки. Я передаю Оле, что она хотела отменить то решение Мгм. выбирать такого остеопата. И она как Да. швырнет этот полумесяц, как бумеранг. Он закрутился, это бумеранг. Мгм. И полетел к этому, и там захлопнулось все. Юрий. Мгм. Юрий остеопат, пусть он забирает все его энергии, насилие. Вот, и она поднимается вверх, становится легкой. И я передаю сейчас, чтобы она посмотрела вот этот опять чумак, в чем заключалась магия. Потому что там еще такая подключка висит. Вот этот синий шарик, это Мгм. НЛП. NLP-программирование. И я Мгм. слышу, там есть гипноз, ты будешь слушать меня и слушаться меня. То есть установка. Мгм. Так. Я передаю Оле, чтобы она нашла тот момент, что она решила Мгм. слушать. Поддастся этому гипнозу, Да, этому программированию. Мгм. я ей передаю информацию, чтобы она посмотрела, к чему это все привело и что слушать нужно. Вот она смотрит на это истинное я, на этот код божественной жизни, смотрит и как будто бы приложила это к нему, и он так и весь этот демон с рогами, все так чуть, и рога упали. И вот так это все. Я передаю, чтобы она в тот момент решила слушаться только своего истинного голоса, идти только своим истинным путем, путем жизни, гармонии, любви, процветания, как заложено в ее божественной душе. И я вижу, как эта вот штука Мгм. и отпадает. Все, я передаю Оле, чтобы она очистила все ее пространство от этих энергетических загрязнений, и это слышу, как потекло. Знаешь, как унитаз спускают? Да. Вот этот звук, все это такого цвета и потекло, эта вся энергия, и она сделала так, и оно подскочило, и такая у нее талия. Я передаю, и она меряет талию, чтобы она сейчас измерила себя и выстроила себя, как она любит, как она хочет, чтобы она была всегда молодая, красивая, и чтобы сейчас она запустила этот процесс омоложения и окрасивения. И
чтобы она вернулась к своим исходным настройкам молодости, красоты по гармонии ее божественной души. Я вижу, как она такими руками, а платье у нее с такими длинными рукавами и такие как будто бы цветы везде, и ручки такие. И она это все так нежно берет, эти все какахи, и выбрасывает. Я ей передаю, чтобы она очистила все ее пространство, восстановила целостность, гармонию, восстановила и свой истинный путь, и шла своим истинным путем от самого начала, переписала свою жизненную матрицу. Мгм. Я вижу, как Да. эта штука, когда вот это в секторе магии, это как люлечка, да, вот так Мгм. разломалась и исчезла. Я передаю Оле, чтобы она очистила все это пространство, убрала все чипы, импланты, зацепки, э, исправила всю ее энергетическую систему, психическую, настроилась на свои истинные настройки, восстановила себя истинную, убрала все эти, это считывается как шантаж, Мгм. потому что она Шантаж. достойна всего самого Мгм. лучшего. Но оно так и есть, потому что то, что было, человек, ну, на самом деле этого нету, а они шантажируют. Вот, она очищает все ее пространство, как будто бы цветочки садит, и все ее энергопространство превращается как цветы. И я ей передаю, чтобы она восстановила свое родовое древо, передала информацию по всем направлениям о своем освобождении, о своем решении выбирать только жизнь, гармонию, любовь, процветание. Хорошо. Поднимаемся все вместе вверх, очищаем пространство. Да. Хорошо. Сейчас оценись, Виктория, от проработанных Мгм. эпизодов. Мгм. Посмотри сейчас, как выглядит Оля. Она энергосфера сияющая, как цветы везде. Мгм. Так. Вот эта программа «Фигурка черт», которая была в начале, она ушла полностью из ее пространства. Да, его ничего нету. Хорошо. Так. Оля говорила, что у нее напряжение в мышцах тела, скрипят суставы. Есть ли какие-то Скрипели. еще скрипели суставы, есть ли какие-то еще зацепки, почему это происходило? Это было из-за, я слышу, закостенения мамы. Это из-за этой Мгм. ситуации было. Сейчас нету. Я ей передаю, чтобы она вернула молодость, гибкость всему ее телу, стройную осанку, тонкую талию, как была она. Пусть она посмотрит, как она выглядела в 17 лет. Вот пусть вернет свои настройки Мгм. естественной красоты, здоровья и гармонии. Вот видишь, как оно работает? Душа выстраивает физическое тело по внутреннему наполнению. Когда есть какие-то вот эти программы, это отображается визуально на теле. То есть это психосоматика. Мгм. Да. Так, а что обозначало, что у нее была какая-то аллергия, вызывала покалывание кожи? Что с этим было связано? Защита, утрата защитной реакции. Мгм. Так, сейчас вернула ли защитную реакцию Оля? Но когда ты говоришь, что я вижу, что идет как вот правое полушарие у нее засияло. Я слышу естественный поток любви. Мгм. Но она же говорила, я ж, да, видишь, у нее ж как телепатические способности открылись.
То есть способность различать энергии, добро и зло. Отлично. И вообще считывать информацию из пространства. Она предвидела дождь, который через несколько минут там начался. Она его услышала, когда его еще не было. То есть это Мгм. способность взаимодействовать в физическом мире, в пространстве, считывать информацию. Это естественные настройки каждого человека, которые просто потерялись, а теперь находятся во время очищения. Мгм. Еще интересно, что она на соседнем балконе увидела темную фигуру мужчины, на которого сзади падал свет. А, Что это значило, Оля хотела узнать. Когда-то на балконе поздно ночью она увидела эту темную фигуру мужчины. Я слышу мышечная активность. Что Я... это? Мгм. Ага, это блоки в мышцах энергетические, непроработанные слезы. То есть фактически это как символ магии. Оно тянется в сектор магии, а вот этот свет, который как будто бы сзади падает, это то, что эта магия скрывает за собой. То есть эту потерянную энергию. Мгм. То есть это тоже было какое-то интуитивное видение? Да, это подсказки внутреннего целителя. Мгм. Так, понятно. Внутренняя мудрость, да. Мгм. Так, хорошо. Очищаем эти ситуации. Мгм. Поднимаемся еще выше. Так. Так. Она писала здесь в аспектах, что занималась, чувствует энергии карт Таро. Ну, возможно, она это уже проработана. Э, Посмотри, есть ли у нее какие-то следы еще остались этой магии карт Таро. А, почему-то вот где левая нога, там я вижу как четверка такая. Нога, одна стоит, а другая, ну, Как перекрещено, да? часть ноги, как будто бы, А, ну, как четверку сделала. ага. Так, это какая-то энергия или подключка? Она как-то как висит в пространстве, М. считывается как символ. Спроси у Оли, видит ли она эту энергию, нужна ли она ей. Это, знаешь, как знак, символы. Это Мгм. собирают, я слышу. Собирательный образ. Это как символы. Ну, цель любого символа — собрать энергию на этом символе, чтобы передать потом из физического. Вот эти карты такую роль играют. Они собирают, а потом отправляют энергию человека как ниточки в эти эгрегориальные структуры. Но несколько раз звучит вот это как виселица, висит. Мгм. Вверх ногами. Это Оля говорила, что видит вот этот символ, висящего человека вверх ногами с перекрещенной ногой, так, четверкой. Ну, я не вижу этого вверх ногами, я вижу только часть ноги, одна часть Мгм. ноги стоит, ну, висит она как-то, а другая часть ноги делает четверку. Вот. Это Как символ цапля. Мгм. программирования. Да, как цапля. Это символ программирования, я слышу, на неудачу. И энергия отсюда течет. Да, быть повешенным, то есть в подвешенном состоянии. Мгм. Уход от реальности.
Мгм. И уходит в какой-то сектор энергия, потом каждый раз она становится темнее, темнее, вибрации высокие теряются, потому что я смотрю, что вот эта потерянная энергия в этом символе, она чем ниже опускается, тем фрагментируется, распыляется на миллионы частей, и им потом трудно уже собраться вместе, но зато укрепляется этот символ. И сейчас я посмотрю. Я слышу, это эгрегор, культ судьбы, выиграть, то есть джекпот, карты там, вот эти игральные карты на деньги, Мгм. этот покер, а, и это все считывается как виселица почему-то. Сейчас я посмотрю. Ну, буквально там как игральный клуб такой. А, Мгм. и там же вот эти таро карты, и там я слышу аркан, какие-то арканы. Арканы это и есть виселица. Да, типа у них. Захватывать, да, захватывать. То есть я слышу распределение ролей. То есть это целая эгрегориальная информационная такая структура, как нейрокомпьютер он считывается. Мгм. Вот в ее пространстве он в виде вот этой ноги, но переходит, как бы соединяется с внешним пространством и уходит в эти низковибрационные эгрегориальные структуры управления своей жизнью, судьбой. Мгм. Я сегодня увидел в "Ютубе" там про эти тары, сколько людей подключено к этой системе, и обратил на это внимание. А, Мгм. То есть эта система, она впутывает людей в Она их зависимости. направляет этими путями, жизненные ситуации М, создает искусственное, чтобы человека запутать, чтобы у него как можно больше отобрать энергии по этим неурядицам жизненным. мгм. Кому-то И иногда, я вижу, дает как бы вспышки такие, как кому-то озарение как будто. не озарение, А, дает возможность как бы выиграть, то есть получить какую-то пользу. ага. Но зато забирает душу вот эта вся система. Она, вот как я смотрю, оно так и считывается, как игра в покер. Мгм. Ну да, казино никогда не может оставаться в проигрыше, поэтому. Игра в покер, я смотрю, оно так, то есть вот эти все гадания, карты, вот эти все, М, то есть человек должен чувствовать, то есть выбирать свой путь. Мы устроены как творцы, мы и есть творцы. И ситуация жизненная меняется каждую секунду. И мы должны принимать решения, исходя из той ситуации, которая сложилась, и научиться чувствовать свой внутренний голос этого внутреннего целителя, который целостный изначально и знает, что как мы должны жить, что нам выбирать. Но именно вот эти все гадания, они пускают человека по другому альтернативному пути, уже заготовленная эта матрица этими всеми программами и так дальше. мгм. То есть оно Пос считывается как соблазн, да, то есть вот эти Мгм. соблазны всякие. Посмотри, на чем этот символ держится в пространстве, Оля. Ну, я вижу, что на гадании расклад я слышу. И вижу, Мгм. так разложились карты. Так, сейчас я посмотрю. И они у нее вот здесь как будто бы разложены, а сверху висит этот символ ноги. И от этих карт такая ниточка черная повилась, повилась. И сейчас прям вот так вот кружится, где подключка находится. И я Мгм. вижу, она прямо в печень идет. Так.
Где находилась Оля, когда это появилась подключка? Что с ней происходило? Там как будто бы опять этот род, который пожирает. Там я Мгм. слышу разоблачение матери, материнских негативных программ. Потому что женщина, которая, ну, мама, но делает вред ребенку своему, то она подключается к эгрегориальной структуре, как ложная мать. Но все эти как бы разделы, отделы а, одного и того же эгрегора, Мгм. который можно одним словом назвать смерть. То есть есть пространство жизни, это чистый выбор, экологичный выбор, жизнь по своему собственному выбору. И потому что изначально человек даже не понимает, какую силищу он имеет и какое счастье ему предназначено. И Мгм. поэтому он видит только то, что он видит глазами, и может выбирать вот это зло для себя. Так, видит Оля эту подключку, эту энергию в ее пространстве? Да, она видит. Мгм. Хочет ли она от отсоединиться, убрать это решение, связываться с этими раскладами и навязанными судьбами? Да, я ей говорю, чтобы она посмотрела, сколько она этой энергии потеряла. Потому что это один акт расклада, да, погадать, а Мгм. энергия потом утекает пожизненно. Чтобы она сейчас посмотрела, сколько она потеряла энергии, сколько она потеряла возможностей, нужных встреч, энергии, любви от других людей, чтобы она себе это все вернула. А всю эту кракозябру, потому что она считывается буквально как каракатица какая-то, эта вся энергия вдруг с нее начала выходить. Вот эта вся считывается ментальное заблуждение. И оно как сетка такая армирующая. Вот точно такая же, как там была у мамы в этом. И она с нее просто выходит вот такая вот, как сетка такая, квадратами такими. Я передаю Оле, чтобы она без сожаления все это матрицу черную отдавала туда, откуда она пришла, и возвращала себе истинные пространства души, гармонии, процветания для себя и Мгм. своего рода. И она говорит, я поломала матрицу смерти, и буквально как будто бы так это все ломает. Я передаю, чтобы она вытаскивала из себя, и она вытаскивает, а оно такое выглядит, знаешь, как вот эту бы Как? нарисовать, например, там венозную систему человека. И вот это она с себя вот это все вытаскивает. Я ей передаю, чтобы она вытащила до последней клеточки ее сознания, в ее физическом теле. Все это выбросила прочь, выталкивала, исцелялась изнутри, вернула всю ее жизненную энергию. И как будто бы Так. Мгм. зажегся факел такой, как будто огонь. И вижу девушку с этим факелом в руках. Какое-то пространство, как погреб такой. А она подходит, а в секторе магии другая девушка сидит на коленях, согнулась вот так, как будто бы в таком проходе. Мгм. Что это за женщина? А это с факелом говорит, что говорит истинная я. А это она Которая мученица, сидит? Мгм. которая вот так буквально даже не Мгм. сидит, а вот так вот на коленях Скрючена. Мгм. скрюченная, да. Говорит, мученица великого обмана.
Это ее Тоже частица Оля. души? Мгм. Да, А что за обман? но она в секторе магии. Она говорит эзотерические фантазии. И вот она встает, и она как будто бы армированная в этой позе была. А свет у нее вот здесь вот, где лоб, такое свечение. И она встает, выходит, а эта вся шкурка, которая ее заставляла вот так как сидеть в этой шкурке, такая черная, и буквально считывается, как кожа, как будто кожа крокодила какого-то, такая Мгм. пересохшая, перегнившая, просто как листочки такие уже прошлогодние, рассыпается все. И она встает и смотрит на себя, и у нее такое, как корень какой-то растет по позвоночнику и по голове из сектора магии. Ага. Кто А, она? а это, которая истинная я, говорит, посмотри на себя сверху. И показывает, что вот этот погреб, в котором она там сидела, считывается это дивертикула памяти. И показывает так вот вверх, говорит, посмотри на себя сверху. И я Мгм. вижу, как в этот момент Оля своими глазами смотрит, чистыми глазами, и от нее отпадают, выходят эти глаза чумака. У нее как будто бы эти импланты были желтого цвета, какашкиного такого, эти глаза чумака, и они отпадают, и там светятся глаза Оли. И она говорит, я вижу тебя, дитя мое, протягивает руки, и вот так берет, отрушивает ее, и эти две девушки раз и соединились вместе, и поднимаются вот вверх в сектор принятия решений. Мгм. А Оля говорит, вы обе мои. И говорит, я люблю вас одинаково. Говорит, вы жили во мне, чтобы дать мне силу. Это такой образ, значит, истинного я и вот этой теневой части, значит. Я Мгм. передаю Оле, чтобы она примирилась со всеми своими частями, и ее светлая часть, и ее темная часть привели ее к победе в конечном результате и к очищению, и к полному освобождению. Я ей передаю, чтобы она восстановила целостность, и у нее вот так вот идет такая энергетическая прямо перестройка сильная. Отлично. И она засияла и так вот поднимается вверх, и энергия такая живая, она поднимается вверх, и такие энергии как вспыхивают. И как, знаешь, что-то обгорело, такие, как свеча горит, и такие кусочки отпадают. И вот такое Мгм. отпадает темное. Я ей передаю, чтобы она сожгла все деструктивные энергии смерти, расторгла все контракты, подконтракты, все соглашения, отпустила все то зло, простила себя, простила мир, все есть как есть, и вернула себе истинную природу человека, Творца, Творца жизни. Так, И она хорошо. появляется в таком светлом пространстве и играет на инструменте. У нее как книга такая, а это такая, как гусли. По-моему, гусли называется, так, стучат такими молоточками. По... Нет. Гусли — это струнные. Это струны такие, Мгм. и она такими молоточками, с такими кружочками стучит, и оно красиво звучит. Она говорит, что она восстановила мелодию своей души. Мгм.
что она восстановила искренность, свою истинную искренность. И говорит, что она часть божественного канала, проекта любви. И показывает мне, где мы сверху стоим, так вниз. Говорит, я прошла этот путь для всего человечества. И так это все заскрипело, и в нее я вижу как образ такого огромного дерева. И я вижу, как эта девушка, вот окончательно этот корень, который рос из сектора магии вверх ногами, у нее по позвоночнику, она выбежала, и этот корень закрутился, как лапа спрута, и ушел. Мгм. Ага. Так, пусть полностью эти энергии все отделяет, возвращает ее энергии, пропуская через фильтр, чтобы к нее попало только ее. Пусть полностью вернет ее энергию из всех случаев, когда она поддавалась магии, разрешала манипулировать ею. Я вижу, как идет процесс восстановления ее рода. Так, как это происходит? Ну, это выглядит как будто это дерево, вот она как крона сияющая, а где ноги ее там ниже, такой ствол, но он пошел, она как бы вверху, а ствол пошел там, где земля, и такие корни, и энергия вот так как идет от нее, то там все трещит. Это не просто так, потому что идет полная перестройка. И там даже этот Петр должен стоять на своем месте, потому что он выполнил эту свою темную миссию, маму отравил, потому что так работали родовые программы для того, чтобы проявить а, это погружение рода во тьму. Я передаю Оле, чтобы она сейчас передала информацию, чтобы каждая живая душа выходила с этих эгрегоров смерти, магии, восстанавливала свою целостность. Пусть она передает информацию о своем освобождении, от алгоритмах освобождения по всем корням, веточкам, листочкам, во всех временах, воплощениях, во всех мерностях и восстанавливает коны жизни. Я слышу узы любви, потому что по узам любви, именно по этой матрице, оно идет так, узы любви, по узам любви идут вот эти соглашения. Я вижу буквально, как свет бежит вот так от души к душе, то есть эти соглашения помогать друг другу. И даже если кто-то что-то плохое делает, то если в том случае, если и идет вот такое освобождение представителя рода, как Оля сейчас, да, то он тоже освобождается, потому что это его миссия, роль теряет значение, вот эта темная энергия. Мгм. И даже этот злодей тоже освобождается. Хорошо. Я передаю Оле, чтобы она восстанавливала целостность, гармонию ее рода, все порядки любви, каждый пусть занимает свое место. Мгм. Отлично. Так, что теперь? Очищаем пространство, Виктория. Ну, я сейчас спрошу. Мгм. Она говорит Пия и показывает маленькую девочку, которую а, какое-то темное пространство, вот как бы с правой стороны. И маленькая девочка.
Мгм. А что Э, это за темное пространство? А она говорит содружество. И я вижу, Оля берет какие-то одежки и так струшивает. Я А, передаю ей, что она может отменить то решение. принимать, ага, эти вещи от этой женщины. Мгм. Я Да. вижу, как эта девочка побежала, Пия, в Мгм. сектор принятия решений. А как эту женщину зовут? Она не проявляет. Так, одна Филис, это которая, детские вещи отдавала. И еще был случай у Оли в детстве, там Галина была. Ну, давай Ну эту это Филис, ну потому давай что, с Филис. Мгм. ну, я Найди, вижу, что да, ам, что ты Филис видишь. самой нет в пространстве. Мгм. А от этой ситуации есть как бы остаточные эти энергии. Я слышу решение бабушки, то есть, ну, Оли. Мгм. И, Хорошо, пусть Оля зайдет в тот момент, откажется принимать эти вещи, пусть отдает эти чужеродную энергию духом от хозяина этих энергий, откуда она взялась. и да, я вижу, она как-то так берет, разглаживает руками эти одежки, и вдруг чувствует, что ее как будто бы в глаза что-то кольнуло. И она видит, что это, и я вижу, как она берет эту энергию, которая ее кольнула в глаз, Мгм. заворачивает в эту одежку и отдает этой Филис и говорит, отдаю твоей дочери. Говорит, забери обратно. И я вижу, как забирает у Филис какие-то, как два шарика, которые так дзынь-дзынь, как вишенки две. Ну, Мгм. сейчас я спрошу, что это. Какое-то платьице. А, может, рисунок такой с вишенками. Какой рисунок? М. Ты говорила 2 вишенки энергии. Это Нет, нет. нет. Я Мгм. вижу, Это у меня что, фантазия. что это платьице, а эти вишенки, они какая-то как программа. Они как Мгм. бы сзади на этом платье, как два колокольчики. Я передаю Оле, чтобы она отменила это решение предавать свою. а, Внучку. Идет Да. дочь. Ну, в Ага. эфирном пространстве дочь дочки это тоже дочь. То есть, потому что ее энергетика, 25% ее ДНК находится в Пие. Мгм. Чтобы сейчас Оля почистила свою внучку Пию, отменила это решение передавать эти негативные черные энергии, наполнила ее светом, гармонией, процветанием, передала информацию об освобождении. Мгм. Почему-то Так. Пия уходит и спрашивает, бабушка, ты меня любишь? А я Оле передаю, чтобы она передала ей истинную, искреннюю любовь, коды любви, чтобы Пия понимала, какой должна быть любовь. Так, говорю, чтобы она Происходит? очистила. Да, она Мгм. слетает, чтобы Оля очистила все ее пространство от этого решения. Я вижу, как она вот сейчас запаковала в такой бумажный квадратик эту одежду и отдает ей обратно. И все исчезло. Вот. Хорошо. Хорошо. Так. Возвращайся к эфирному телу Оли. Ну, опять ее вижу, как энергосфера
Как будто бы цветы, как розы везде. Мгм. Отлично. Хорошо. Очищаем пространство, закрываем эти ситуации. Мгм. Спроси сейчас у Оли, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она вот так благодарит и показывает на тоненькую талию. Какая молодец. Хорошо. Хорошо. Тогда мы прощаемся с Олей. Мгм. Благодарим ее за ее опыт, за ее старания. Прощаемся с ней. Виктория, отсоединяйся от всех и всего, поднимайся максимально вверх, Мгм. проверяй твое личное пространство, все ли в порядке, Да, все чисто. наполняйся энергией жизни, красоты, здоровья, молодости. Тоненькой талии. Да, благополучием. Хорошо. Виктория, посчитая от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Так, еще нет. Оля, пробую еще. Так, О, щас. получилось. Да, все. Ой, Как тебе? спасибо, здорово. Самое Как ты? главное, Пия освободилась, и у меня теперь будет со временем тоненькая талия. Да. И душа вышла Хорошо. из темницы, часть души. Знаете, вот Это это карты Таро, я даже не раскладывала. Это кто-то на одном из семинарий сам сделал, без моего разрешения, без моего ведома. Я даже не знала. Представляете, как мгм. делают Ну ведьмы? да, да. Я не, Они, я не они просила. суют нос в чужие дела. О, Да, это магическое действие? да, Какое право кто-то имеет на кого-то гадать? да, без разрешения вообще. Что за ведьма? Вот сейчас получится все назад. Пару Да, ей. все. А потом обижаются, получают и обижаются. А нечего обижаться.